Сегодня мы поговорим о анализах при симптомах и сигналах, говорящих о том, что с желудком не все в порядке, с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Какие анализы сдать, чтобы разобраться в причинах вышеперечисленных симптомов? Первый анализ – капрограмма. Это лабораторное исследование кала, с помощью которого оцениваются его различные характеристики и выявляются некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, ЖКТ, включая воспалительные процессы и дисбактериоз микрофлоры кишечника. Что покажет капрограмма? Работу поджелудочной железы, нарушение микрофлоры кишечника, наличие воспалительных процессов в кишечнике. Второй анализ – общий белок в анализе крови. Анализ на общий белок показывает содержание всех белков в плазме крови. Он помогает оценить работу щитовидной железы, печени и почек и выявить нарушение белкового обмена в организме, работу кровеносной и выделительной систем. Снижение общего белка отмечается в период голодания, диет, а также при воспалительных заболеваниях кишечника. Другая причина снижения белка – заболевания печени, поскольку именно этот орган продуцирует большую часть белка. Третий анализ – билирубин в анализе крови. Билирубин – желчный пигмент, один из главных компонентов желчи в организме человека. Повышение билирубина в крови обычно указывает на преждевременное разрушение эритроцитов, повреждение печёночных клеток или нарушение оттока желчи по желчевыводящим путям. Четвертый анализ – углеводный профиль. Это анализ показателей крови на выявление нарушений углеводного обмена. Минимальный перечень анализов – анализ крови на глюкозу, уровень инсулина, какие заболевания помогает выявить, патологии поджелудочной железы, диабет второго типа, дисбиоз кишечника. Пятый анализ – липидный профиль. Липидограмма или липидный профиль – это комплексное исследование, определяющее уровень липидов, жиров, различных фракций крови. Это исследование также выявляет хронические заболевания печени и других органов, застой желчи, инсулинорезистентность, гипотиреоз, дефицит витамина D, дефицит белка, нарушение углеводного обмена. Какие анализы сдавать обязательно? Холестерин общий, холестерин липопротеидов высокой плотности, холестерин липопротеидов низкой плотности, триглицериды. По результатам сданных анализов вы полностью станете владеть информацией о заболеваниях своего желудка. Список анализов минимальный, и он не займет у вас много времени. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!